Ровно через одну неделю, 12 апреля, эфириум будет стоить $3000. Да, это именно та тема, которую сейчас активно обсуждают просто на каждом углу, ведь 12 апреля нас ожидает второе масштабное обновление после слияния под названием Шанхай. Ранее в сентябре 2022 года блокчейн эфириум перешел с системы Proof of Work на Proof of Stake, что стало подготовкой для увеличения его скорости, а также снижения высоких комиссий. Но это возможно только при условии запуска Шанхая. И как показывает многолетняя практика работы с криптой, различные обновления, разработки или коллаборации положительно влияют на стоимость той или иной крипты. Но в случае с эфиром все очень неоднозначно. Ведь пока одни утверждают, что эфир на днях будет стоить $3000, другие думают совсем иначе, ссылаясь на 25% падение, которое было после слияния, а также на тот факт, что Шанхай позволит выводить и продавать застейканные эфиры, которые накапливались аж с 2020 года на общую сумму в $33 миллиарда. И я понимаю, что сделать выбор между черным и белым очень сложно, поэтому сегодня мы с вами поступим гораздо умнее, а именно проанализируем множество данных, различных отчетов и цифр, ведь как мы знаем, цифры никогда не врут. Ну и конечно же дополнительно мы проведем теханализ эфира, чтобы понимать, куда будет двигаться его цена до и после обновления. Поэтому смотрите видео до конца, и вы узнаете, что произойдет после долгожданного обновления Шанхай, нужно ли нам бояться сильного падения, почему показатели блокчейна указывают на рост, как хардфорк повлияет на рынок альткоинов и будет ли эфириум 12 апреля стоить $3000. Перед просмотром обязательно поддержите данное видео лайком, ведь ваша поддержка – это самый главный фактор, который влияет на выход новых интересных роликов. Поэтому всем приятного просмотра, мы начинаем. Всем привет, меня зовут Влад, и я рад вас видеть на канале Coin22. Сегодняшнее видео является продолжением вот этого ролика, который мы снимали месяц назад. Тогда мы разбирали, что такое Шанхай и зачем он вообще нужен. Поэтому если вы этого не знаете, то всегда можете его посмотреть. Но поскольку в том видео мы делали упор на фундаментальные составляющие, то сегодня мы разберем именно все технические моменты, такие как показатели в сети и анализ цены на графике. А начать я бы хотел с плохой новости, ведь во вторник в нашем телеграм-канале мы опубликовали пост о том, что в сети эфириум произошел взлом на $25 миллионов. Сама схема похищения выглядит довольно сложно, но если максимально простыми словами, то мошенники стали валидатором сети, и благодаря специальному эксплойту им удалось взломать ботов, которые объединяли транзакции с самыми высокими комиссиями, за счет чего они и получили те самые 25 миллионов. Есть высокая вероятность, что подобные атаки произойдут и в момент Шанхая, ведь хакеры явно захотят найти уязвимости в безопасности сети. Поэтому, чтобы вы были в курсе всех важных событий, просто подпишитесь на наш телеграм-канал. Ведь там мы в режиме реального времени будем освещать все новости, связанные с Шанхаем и не только. Вообще, многие из вас наверняка знают, что после Шанхая валидаторы смогут выводить свои эфиры, которые были заблокированы с 2020 года, из-за чего все задаются вопросом, начнут ли эти токены сразу же продавать. В этом случае нужно учитывать два ключевых момента. Во-первых, валидаторы, выводящие часть своих поставленных монет, смогут это сделать сразу после Шанхая. Но валидаторы, которые захотят разблокировать всю свою ставку, должны подождать от 1 до 36 дней, из-за чего задержка с выводом, вероятно, ослабит потенциальное давление со стороны продавцов. Также разблокировка токенов, скорее всего, будет отложена для тех, кто поставил свои эфиры через стейкинг-сервисы или пулы, а их большая часть, из-за чего не все получат доступ к своим активам 12 апреля. Поэтому, если у вас есть эфириум в стейкинге или в DEX-пуле, вам необходимо уточнить у своих провайдеров сроки вывода из стейкинга. Например, Binance заявила, что будет поддерживать погашение эфириум на странице стейкинга Ethereum 2.0 в течение 1 недели после того, как функция станет доступна в сети эфириум. И более подробная информация о снятии ставок будет предоставлена в отдельном объявлении после завершения Шанхая. Также самая популярная площадка для стейкинга Lido DAO объявила, что ее пользователи не смогут получить свои токены до тех пор, пока протокол не пройдет обновление в середине
середине мая. А вот платформа Rocket Pool вообще сказала, что пользователи могут выводить свои средства только после того, как произойдет обновление Atlas, хотя конкретную дату этого обновления еще даже не объявили. Поэтому, если вы надеетесь получить вознаграждение от Ethereum, обязательно уточняйте эту информацию. Но я прекрасно знаю, что стейкингом занимаются далеко не все, поэтому давайте разберем важные показатели, которые будут влиять именно на цену. Во-первых, как мы видим на графике, Ethereum продолжают накапливать розничные инвесторы, которые держат менее 0,1 эфира. Также нельзя забывать про китов, которые очень сильно влияют на рынок, ведь большинство китов Ethereum, так же как и розничные инвесторы, увеличили накопление токенов в последние недели, согласно данным Sentiment. Например, предложение эфира по адресам с балансом от 1000 до 10 тысяч эфиров выросло на 0,5% в марте. Аналогичным образом адреса от 1 миллиона до 10 миллионов эфиров выросли на 0,4%, а также кошельки от 10 миллионов до 100 миллионов увеличились аж на 0,5%. Такие цифры, конечно же, только положительно влияют на стоимость эфира. И плюс к этому мы получаем постоянные слухи о Шанхае, а в крипте они оказывают самое сильное влияние на рост. Живой пример Dogecoin, который на днях вырос почти на 40% после того, как Илон Маск изменил значок Твиттера на логотип Dogecoin. И знаете, кому удалось заработать на этом событии? Конечно же, участникам нашей подписки Coin22 Pro, ведь они заранее получили аналитику на рост Доги и заработали от 40% прибыли. Подписка Pro – это наш проект от команды аналитиков Coin22, который работает уже на протяжении более полугода, и за это время участники Pro получили огромное количество прибыльных сделок. Например, на днях участники Pro заработали от 20% на шорт-сделках по монете Solana, от 25% на падении токена Link, от 35% на пампе Шибы, и таким образом зарабатывать может каждый из вас. Но если ты новичок и не знаешь, с чего начать, мы предоставляем бесплатное пошаговое обучение с полного нуля, которое поможет тебе освоить главные принципы торговли для заработка на крипте. Перед Шанхаем нас ожидает активная волатильность эфира, и участники Pro первыми получат прибыльную аналитику под это событие. Поэтому если ты также желаешь заработать вместе с нами, присоединяйся к подписке Pro по ссылке в описании. Первый положительный фактор в виде накопления токенов мы разобрали, но к нему еще стоит добавить предложение монет на биржах, которое, как мы видим на графике, стремительно падало, начиная с 22 марта. Сокращение предложения Ethereum на биржах означает, что эфир меньше продают, но больше покупают. А когда предложение не удовлетворяет спрос, цена, конечно же, начинает расти, и давление со стороны продавцов снижается. При этом мы должны учитывать, что в целом общее предложение Ethereum сократилось на 134 миллиона долларов, ведь слияние в сентябре 2022 года привело к дефляции монеты, сократив предложение почти на 75 тысяч токенов, так как без перехода на Proof of Stake общий объем предложения вырос бы выше, примерно на 2,2 миллиона. К тому же за последние несколько месяцев более 57 стейкеров уже смогли получить доступ к своей ликвидности как с основной суммой в размере 32 эфиров, так и с вознаграждениями, а это означает, что не стоит так беспокоиться о предстоящей распродаже после Шанхая. И плюс к этому мы еще в прошлом видео говорили, что сейчас 72% стейкеров находятся в убытках, потому что большая часть токенов была заблокирована по $3000 и выше. А это значит, что даже если бы Бутерин позволил в один день вывести все токены, то продавать их себе в убыток никто бы не стал. Дополнительно популярный индикатор MVRV сейчас вступает в стадию, которая ранее сопровождалась долгосрочным ростом эфира. Простыми словами, MVRV оценивает, когда эфириум переоценен или недооценен по отношению к его справедливой стоимости. Как правило, он указывает на пик рынка, когда рыночная стоимость поднимается выше реализованной стоимости, в то время как противоположное указывает на рыночное дно. И на графике мы наглядно видим, что предыдущее восстановление цен эфира совпадает с его MVRV, который отскочил от зеленой зоны, поэтому можно предположить, что то же самое произойдет и в течение следующих 3 месяцев после Шанхая. Также мы с вами должны учитывать тот факт, что сейчас многие инвесторы все больше интересуются именно альткоинами, из-за чего может начаться так называемый сезон альткоинов, ведь очень много монет на блокчейне первого уровня, таких как Ethereum, Cardano, Polkadot и Avalanche, показали хорошие проценты роста. И как мы видим на графике, недельный рост монет первого уровня составляет от 3 до 13%. И такая картина связана с тем, что биткоин теряет свою динамику и уступает место именно альткоинам с большой рыночной капитализацией. Поэтому Шанхай влияет не только на эфир, но и на весь рынок альтов. Перейдя к анализу самой цены, нужно обратить внимание на несколько ключевых моментов. Во-первых, сейчас эфир торгуется
находятся выше уровней поддержки в 1700 и 1780 долларов. И именно на этих уровнях почти 1,5 миллиона адресов купили эфир на общую сумму в 6,5 миллионов долларов, из-за чего эфир вырос на 9%, получив сопротивление на уровне 1850 долларов. Но вопрос, увидим ли мы заветные 3000 долларов 12 апреля? После вот этого бокового движения цена эфира поднялась выше 1800 долларов 3 апреля, показав рост на 5% с понедельника. На дневном графике ключевой уровень сопротивления, за которым нужно следить, составляет 1960 долларов. И если мы его успешно пробьем, то можем ожидать хороший импульс для роста. Конечно, уровень в 2000 долларов может оказать сильное сопротивление, но скорее всего он будет пробит, что приведет к росту до 2200 долларов. А уже на этом уровне трейдеры вероятно начнут фиксировать прибыль. И если цена эфира упадет ниже 20-дневной EMI, то она может испытать еще один отрицательный импульс, из-за чего падение ниже 1670 долларов приведет к тому, что эфир будет торговаться около месячного уровня поддержки в 1450 долларов. Но это самый худший расклад, который произойдет при условии проблем с запуском Шанхая, а также негативного ИПЦ, который также опубликуют 12 апреля. Понятно, что 3000 долларов мы вряд ли увидим, но 2 и выше вполне реально. Перед Шанхаем эфир может расти точно так же, как и перед слиянием, но когда шумиха утихнет, есть вероятность на коррекцию, так что все эти моменты нужно учитывать. Если у вас есть другое мнение по этому поводу или дополнительные вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Как всегда, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!